Она одна из самых обсуждаемых молодых актрис Турции. Ее улыбка кажется невинной, а взгляд полным надежды. Но за этой внешней легкостью скрывается девушка, которую жизнь уже успела ранить. Сыле Тюркоглу всего 26 лет, но ее сердце уже разбивали. 5 раз. Ее обвиняли в фальшивых романах, приписывали связи с партнерами по сериалам, а некоторые мужчины просто исчезали из ее жизни, оставляя после себя только боль и разочарование. И все же, несмотря на все это, она продолжала верить в любовь. И, как шепчут турецкие таблоиды, наконец-то нашла того самого мужчину, с которым мечтает провести всю жизнь. История Сылы – это не просто путь к славе. Это настоящая битва за счастье. Оставайтесь с нами, и вы узнаете все. Сыла Тюркоглу родилась 18 апреля 1999 года в солнечном Измире, одном из самых теплых и гостеприимных городов Турции. Она выросла в большой, многодетной семье, где царила строгость, но при этом и теплая, заботливая атмосфера. Сыла была младшей из 5 детей, и именно ей приходилось постоянно доказывать, что она тоже способна на многое. Отец хотел для нее стабильной профессии и мечтал, что дочь станет юристом или экономистом. Но Сыла уже с малых лет чувствовала, что ее сердце бьется в ритме сцены. Ее любимым занятием было изображать героинь из фильмов и придумывать сказочные истории, которые она разыгрывала перед братьями и сестрами. Она даже устраивала спектакли на семейных праздниках, и родственники часто говорили: «Из этой девочки получится актриса». В школе она выделялась не только внешностью, но и дисциплиной. Учителя уважали ее за стремление к совершенству, а одноклассники – за доброту. В свободное время Сыла занималась живописью, играла в волейбол и активно участвовала в школьных театральных постановках. Именно там, на сцене, впервые вспыхнула ее настоящая страсть. Но тогда еще никто не знал, что обычная девочка из Измира через несколько лет станет кумиром миллионов. Окончив школу, Сыла Тюркоглу сделала выбор, который удивил ее родных. Вместо того, чтобы поступить в университет, она записалась на курсы актерского мастерства. Ее родители сначала были в замешательстве. Как можно променять стабильное образование на неопределенное будущее в мире шоу-бизнеса? Но Сыла уже знала, она рождена играть. Она училась ночами, тренировала мимику, голос, изучала психологию персонажей. Каждое прослушивание было для нее экзаменом на прочность. Она не жаловалась на отказ, не плакала при провале, просто вставала и шла дальше. И этот характер однажды привел ее на съемочную площадку сериала «Не плачь, мама», где она впервые появилась на экране, сыграв юную героиню. Маленькая роль, но для Сылы огромный шаг. Затем последовала судьбоносная работа в сериале «Клятва», где она исполнила роль Суны Тархун. Здесь она впервые столкнулась с настоящей известностью. А через год ее ждала главная роль в многосерийной драме «Доверенная», где Сыла сыграла образ женщины, разрывающейся между болью, долгом и любовью. Зрители полюбили ее искренность, а продюсеры – профессионализм. Слава пришла быстро, но вместе с ней и давление. Жесткий график, эмоциональное выгорание и постоянное внимание прессы стали частью ее повседневной жизни. Особенно тяжело Сыла переживала съемки 2-го сезона, после которого решила покинуть проект не из-за скандалов, а чтобы не потерять себя. Но уже вскоре она перешла к следующему этапу роли Доги в «Клюквенном щербете», которая сделала ее настоящей звездой. Девочка из Измира, отказавшаяся от привычной жизни, теперь стала главной героиней в жизни миллионов. Слава приносит не только восхищение, но и постоянное внимание к личной жизни. Для Сылы Тюркоглу это стало настоящим испытанием. За ее сердцем охотились не только поклонники, но и целые таблоиды, приписывая ей романы с каждым мужчиной, с которым она стояла рядом. 5 раз ее связывали с разными именами, но только один оказался настоящим. Первым был Халиль Ибрахим Джейхан, партнер Сылы по сериалу «Доверенная». Их экранная химия была настолько убедительной, что зрители были уверены, между ними нечто большее. Слухи разгорелись, но сама актриса резко поставила точку, заявив, что между ними нет и не было романтики.
просто партнеры. Просто профессионалы. Но все же, эта история стала первым ложным уколом в сердце. Вторым стал Альп Наврус, актер, с которым Сыла действительно встречалась. Это были тихие, скрытные отношения, о которых не знали ни поклонники, ни журналисты. По слухам, Сыла надеялась, что это перерастет во что-то серьезное, но Альп исчез из ее жизни так же внезапно, как появился. Они расстались без скандала, но с пустотой в сердце. Она была брошена и никому об этом не рассказала. Третьим разом стала пара из сериала «Клюквенный щербет» Сыла и ее партнер Дагукан Гюнгор. Их игра была настолько правдоподобной, что фанаты начали строить целые теории о их тайных встречах. Сама Сыла была в шоке от количества домыслов. Она снова выступила с опровержением: «Мы друзья, и только друзья». Но публика продолжала настаивать, и ей приходилось терпеть это снова и снова. Четвертый — некий бизнесмен, о котором писали в интернете. Имя не называлось, но утверждали, что он сделал ей предложение, подарил машину и кольцо. В реальности, по словам актрисы, никакого бизнесмена не существовало, просто выдумка журналистов ради заголовков. Пятый — турецкий футболист, с которым ее заметили на одном мероприятии. Один снимок, одна улыбка, и начались статьи. Но Сыла потом с горечью говорила: «Даже если ты просто поздоровался, тебя уже женят». Этот слух тоже оказался ложью, но осадок остался. 5 раз ее сердце разбивали иногда реальные чувства, чаще всего сплетни. Но на 6-й раз в ее жизни появился Ата Айылдыз, не актер, не звезда, а настоящий мужчина. С ним все по-другому. Говорят, он уже сделал ей предложение, и Сыла впервые не прячется от камер. Она улыбается искренне. Похоже, она наконец нашла свою настоящую любовь. После череды разбитых надежд, ложных слухов и предательств судьба наконец-то улыбнулась Сыле. Когда все уже начали шептаться, что актриса либо скрывает личную жизнь, либо боится снова обжечься, она появилась рядом с ним Ата Айылдызом. Ата не звезда, не коллега по съемочной площадке и не герой сплетен. Он бизнесмен, далекий от шумного мира шоу-бизнеса. Именно этим он и покорил Сылу. Он не стремился к публичности, не раздавал интервью и не выставлял отношения на показ. Вместо этого он просто был рядом. В нужный момент. Без лишних слов. Он стал для нее тихой гаванью в бурном море славы. Их отношения не начались с громких признаний. Все развивалось осторожно. Она уже слишком хорошо знала, как оборачиваются сказки, в которые веришь слишком рано. Но Ата оказался другим. Он не делал громких жестов ради камер, он просто заботился. Он был рядом в моменты усталости, поддерживал, когда она сомневалась в себе, и позволял ей быть собой, а не актрисой, которую все любят. По слухам, именно он сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо не на шоу, а на берегу моря, где не было ни папарацци, ни зевак. Сыла не подтвердила это официально, но в интервью впервые за долгое время ее глаза светились. А когда журналисты спросили ее о любви, она улыбнулась и сказала: «Я теперь знаю, что это такое». Настоящая любовь не кричит. Она просто остается. С этими отношениями Сыла изменилась. Стала мягче, спокойнее, а в ее взгляде исчезла настороженность. Быть может, именно рядом с Атой она, наконец, обрела то, чего всегда так искала: тишину в душе и веру в завтрашний день. На экране Сыла Тюркоглу часто играет сильных, независимых женщин, готовых бороться за свою любовь и правду. Но за пределами съемочной площадки она совсем другая. В реальной жизни она теплая, ранимая, удивительно скромная девушка, которая до сих пор краснеет от неожиданных комплиментов и может расплакаться от добрых слов. Сыла – интроверт. Она не любит вечеринки, громкие тусовки и мишуру. Ее идеальный вечер дома, с книгой, в уютном пледе и чашкой чая в руках. Она обожает животных, особенно собак. Несколько раз в интервью она признавалась, что мечтает открыть приют для бездомных щенков.
Это любовь к жизни, к живому миру, то, что отличает ее от многих других в мире шоу-бизнеса. Она не скрывает, что очень чувствительна. Любая несправедливость ранит ее глубже, чем окружающие могут подумать. Когда в социальных сетях появляются злые комментарии, она не отвечает, но иногда просто закрывает телефон и долго не выходит в онлайн. Она говорит: «Я не железная. Я живой человек. Я могу быть сильной на экране, но внутри я все та же девочка из Измира». Сыла очень любит искусство. Она рисует акварелью и иногда выкладывает свои работы в сторис. Еще один ее скрытый талант – кулинария. Близкие утверждают, что она готовит традиционные турецкие блюда лучше, чем любая ресторанная кухня. Особенно фаршированные баклажаны и десерт ташури, который она готовит на каждый праздник. Но есть и то, что она терпеть не может. Фальшь. Поверхностность. И людей, которые строят карьеру за счет других. Она об этом говорит прямо, но мягко. Не скандалит, не спорит, просто отходит в сторону. Именно поэтому в ее окружении почти нет коллег по цеху. Лишь пара друзей детства и семья. Остальные просто мимолетные лица. Эта искренность и есть ее секрет. Она не притворяется. И, пожалуй, именно за это ее любят по-настоящему. Когда речь заходит о турецких актрисах нового поколения, имя Сылы Тюркоглу звучит особенно громко. Она не просто красива и талантлива, она знает себе цену. Сегодня Сыла считается одной из самых востребованных молодых актрис, и каждая ее роль поднимает рейтинги сериалов до рекордных отметок. По оценкам турецкой прессы, за один эпизод популярного сериала Сыла может получать от 7 до 10 тысяч долларов. А если учесть рекламные контракты, съемки в компаниях одежды, косметики и брендов, ухода, ее годовой доход уже приближается к $500 000, а может и больше. Но актриса никогда не хвасталась деньгами. Наоборот, она тратит их с умом и предпочитает простую, почти скромную жизнь. У нее нет десятков люксовых автомобилей или особняков с золотыми стенами. Ее квартира уютна, но без пафоса. Она любит тишину, зелень и вид на город. И хотя она может позволить себе любой курорт, чаще всего отдыхает в тишине родного Измира рядом с родителями, вдали от шума и камер. Слава же совсем другое дело. Она пришла к Сыле быстро и мощно. Миллионы подписчиков в соцсетях, сотни фан-аккаунтов, постоянные репосты и интервью. Но актриса с этим справляется удивительно спокойно. Она не гонится за хайпом, не устраивает провокации ради просмотров. Все, что у нее есть, заработано трудом, талантом и искренностью. Она понимает, что может потерять все в один момент, и именно это делает ее особенно благодарной за то, что имеет. В одном интервью она сказала: «Когда у тебя есть внимание публики, важно не забыть, кем ты была до того, как стали кричать твое имя». И это не просто красивая фраза. Это ее принцип. Слава сделала ее узнаваемой. Деньги независимой. Но при этом Сыла осталась такой же, какой была в начале пути, настоящей, простой, глубокой. Интернет взорвался, когда в турецкой прессе появились фотографии матери Сылы Тюркоглу. Комментарии были полны удивления, они как близнецы. Мать и дочь копии друг друга. Теперь понятно, откуда у Сылы такая красота. И действительно, сходство оказалось поразительным. Мама Сылы – женщина с благородными чертами, спокойным взглядом и той самой мягкой улыбкой, которую мы привыкли видеть у актрисы. Несмотря на то, что она всегда оставалась в тени и редко появлялась на публике, ее влияние на дочь оказалось глубже, чем кто-либо мог предположить. Именно мать научила Сылу главному – быть человеком. Она не просто поддерживала дочь, когда-то решила бросить все ради актерства, но и стояла рядом в те моменты, когда ее сердце разбивали. Она утешала, когда после тяжелых съемок Сыла не могла сдерживать слезы. Она молчала, когда Сыла искала себя.
И всегда, когда актриса давала интервью, звучала одна и та же фраза «Моя мама – мой дом». Сыла часто говорит, что все лучшие качества в ней от матери. Упрямство, честность, терпение, уважение к людям. Но главное – это любовь. Безусловная, искренняя, настоящая. Та, которую она искала в других и, быть может, нашла только в своей семье. Сегодня мама Сылы не ведет социальных сетей, не дает интервью и не выходит в свет. Но при этом остается главным человеком в жизни дочери. И, возможно, именно эта глубокая связь между ними и делает Сылу такой живой, настоящей и сильной на экране. История Сылы Тюркоглу – это не просто путь к славе. Это путь молодой женщины, которая не побоялась идти против ожиданий, не сдалась после предательств и не потеряла себя в мире, где легко стать чужим отражением. 5 разбитых сердец, ложные обвинения, вымышленные романы – все это лишь усилило ее стремление быть настоящей. Она пережила разочарование, усталость, давление и одиночество, но при этом осталась доброй, мягкой и глубокой. И сегодня, когда рядом с ней стоит мужчина, в которого она, кажется, по-настоящему верит, мы видим не только актрису, но и девушку, нашедшую свое счастье. Она больше не боится камеры. Не боится быть собой. Потому что теперь в ее жизни есть опора и любовь, которые не требуют доказательств. Сыла Тюркоглу – это пример того, что даже в мире иллюзий можно сохранить искренность. И именно за это ее любят миллионы.